Всем привет! Это новое интервью. С нами Иван. И это будет интересно. Поехали. Скажите, пожалуйста, Иван, как вас связывает Россия? Откуда такое русское имя? У вас корни российские? Или в детстве вас впечатлила Россия, что у вас такое имя появилось? Ну, имя, конечно, дали мои родители, и я даже не понимал тогда, почему давали. Когда уже из России приехал, спрашивал родителей, почему. Потому что раз было очень модно такое имя в Панаме, вот, и поэтому дали вот так. Ну, это в Панаме часто имя употребляется, Иван? Не часто, но есть много. А я очень много имен еще видел. Мария, Мария, и Таня вроде даже есть. Ольга, Таня, Татьяна, Марина. То есть это, как сказать, любовь к России или откуда Нет, это? это просто была тенденция, тогда была такая латиноамериканская тенденция, чтобы называть иностранных имен своих детей. Ясно. И у вас еще есть второе имя? У меня первое имя Моисей, вот, это из Библии, Моисей, Ага. а второй Иван. Это уже традиционное имя и два фамилии, Георгий и Альберола, по мама. Ну, в Панаме дают две фамилии. Это традиция, да, традиционное имя, два имя и два фамилии. Испанская традиция. Хорошо. Ну и потом, соответственно, вам пришлось уже ехать в СССР и обучаться. Я правильно понимаю, раз у вас имя Иван? Да, приехал я в Советском Союзе в 1982 году. И, конечно, не знал ни одного слова на русском языке. И сразу направили, на второй день направили учиться на подготовительном факультете в город Астрахан. Это вдоль река Волга, очень известная. Да. Из осетр, черная икра, красная Браконьеров икра. много там. Там тоже много браконьеров. Вот. И там 8 месяцев учили русский язык, интенсивно учили. И потом направили в город-герой Мурманск. И там я закончил Мурманский высшее инженерно-морское училище, судоводительского факультета и инженер-судоводитель, штурман дальнего плавания. Вот. Это почти военная профессия. Почти, да. Хорошо. Ну и дальше остались в СССР или потом сразу после окончания вернулись в Панаму? После окончания мы вернулись в Панаме. Были очень тяжелые дни в Панаме, конечно, здесь была диктаторская времена, там Нориега, и потом была война. Ну, 90-е вторжение как раз было. Вторжение в 89-90 годах, вот вторжение было, напали на Панаму, на въезд в Панаму. Вот. После этого вот, я работал уже на пароходстве, долго, 12 лет, ходил в море, потом на пароходстве работал и решил уже учиться на юриста, потом стал адвокатом, это уже здесь, в Панаме. И с 2001 году я уже занимаюсь адвокатским бизнесом. Ну, у вас уже своя лицензия есть, все официально. Лицензия, да. А когда были да. были на пароходстве, много стран Да. посетили? Да, по всему миру.
Ну, то есть закончили университет в СССР не зря, да? Да, я наоборот очень уважаю своя первая профессия и уважаю всех моих преподавателей, которые, которые меня учили и которые меня правильно все меня как это воспитали. Вот. Благодаря им я ем, кто есть сейчас. Хорошо. Но я от многих панамцев слышал, русскоговорящих, которые обучались в СССР, многие благодарят то время, образование, что в действительности они прошли ту школу, на сегодняшний день она им помогает в жизни. Даже кто-то поработает не по профессии, но, говорят, это очень колоссальный опыт. Да. Не то, что я не работаю по профессиям, я этого сама, своя профессия комбинирует с адвокатом, то есть морское дело. Я являюсь профессор по морскому делу, я обучаю в университет, вот морское дело. Ну, вы еще в университете преподаете? Да, Направление вот как раз морское дело. морское дело, да. А когда вы вернулись... Я не отделился от морского Я дела. понял. Поддерживаете свою профессию. Да. Когда вы вернулись в Панаму после обучения, насколько было тяжело устроиться на работу? Ну, то есть вам нужно было переучиваться или нет? Да, было очень тяжело, во-первых, потому что тогда в Панаме было диктаторское время, все было очень не как сейчас. Было очень тяжело для многих. Потом было вторжение, как уже все многие знают. И было очень, конечно, тяжело. Нам повезло, что нам брали на работу в пароходстве. И вот 12 лет на это пароходство я работал, потом на берегу. И уже здесь на берегу уже решил вторая профессия. Вот. Вот и я на юридическом факультете закончил. Хорошо, понял. Вообще, про Панаму что можете рассказать? Насколько вообще Панама, как страна, взаимодействует с Россией? У них какие связи на сегодняшний день? В общем, у нас очень хорошее дипломатическое и коммерческое отношение между Россией и Панамой. Это уже больше 10 лет, уже как Панама и Россия держат очень хорошее отношение. Это потому, что Панама является нейтральной страной и поддерживает отношения не только с Россией, но и много стран всего мира. Вот, из-за нашего нейтралитета в мире. Ну, то есть нейтральная страна. Панама так не отделяется, не выделяется, то, что она самостоятельная структура, она готова иметь партнерство с разными странами. Да. А насколько взаимосвязь между Панамой и США? Говорят, что США руководит Панамой полностью. Да, это из-за того, что раньше, когда они правили Панамский канал, это вот оттуда. Оттуда было такое, что вот США вот много действовало на Панаму из-за Панамского канала. Это в 2000 уже 31 декабря 2000 года уже передали администрация Панамского канала на руках панамцев. И с тех времен уже мы самостоятельно администрируем канал и до сих пор делаем очень хорошо. Если вернуться в историю от генерала Нориего, правильно? Да. Это пишут, по крайней мере, в интернете, правда-неправда, что якобы это он начал спор с Панамским каналом, что якобы контракт закончился, и вы должны
отдать Панамский канал, либо как-то это было по-другому? Нет, это не то. Был договор между США и Панамой, когда Панама стала самостоятельной республикой в 1903 году. Подписали договор о строении Панамского канала и администрация Панамского канала в США. Тогда был подписан этот договор уже на постоянно, значит, без срока. И наших политиков, наших студентов считали, что этого должно было иметь срок для того, чтобы панамцев руководили самостоятельно Панамский канал. Вот, и был один была одна политическая бремя, где наш генерал Омар Торrijos удалось через президента из тех времен США Джимми Картер договориться по поводу, как правильно перевести или передать Панамский канал в панамцев. Вот. И подписали новый договор, и это вот со сроком вот 31 декабря 2000 года. Но Норвегия там ни при том. Его вот, скажем так, имя в истории осталось с каким посылом? Объясните, Норвега вообще, с чего вдруг? Он хотел захватить власть или что произошло? Ну вот. Просто его связывает очень много писаний, по крайней мере в интернете, связанных с Панамским каналом. Но связано с Панамским каналом у меня нету такая информация. Кроме того, что он был генерал, который руководил Панамой, ну, в тех временах. Тогда меня не было здесь, в Панаме. Не могу говорить ничего. Тогда я был в Советском Союзе. Но связано с договором Панамского канала между США и Панамой у него не было никаких. Это был генерал Омар Торrijos, который вот, и подписал. Поэтому и называется договор Торrijos-Картер. Я понял. Но Норвега там совсем Хорошо. другая история. После того, как Панамский канал самостоятельно перешел в структуру страны Панама, Панама как себя стала чувствовать? Уверенней, самостоятельней? Ну, мы всегда были уверены, мы такие люди уверены, и мы знали, что мы могли администрировать и править этого канала без проблем, и так и было, и так и есть, и так и будет. Так что нету никаких нюансов. Много стран, особенно европейских стран, думали, вот маленькая страна, вот где называли Банановая республика. Банановая республика. Республика, да, не думали, что так справится руководить такой огромная компания, которая зависит много, торговля зависит много от этого Панамского канала. Но бюджет страны увеличился после этого? Конечно, да. А насколько это почувствовал народ страны? Гордость. Ну, это как-то улучшилась инфраструктура страны, города, появилось что-то? Ну да, конечно, увеличилось, конечно, во всем, бюджет, экономика, все. То есть после этого построили метро, или метро не с этим связано? Нет, метро недавно. Недавно, это уже где-то 10 лет тому назад. Ну, как-то Панамский канал выделяет бюджет для развития страны, инфраструктуры? Да, конечно. Основной бюджет для развития или для экономики Панамы, это вот есть Панамский канал.
Хорошо. А метро с чем связано? Вдруг открыли? Но это уже было при Мартинелли, Рикардо Мартинелли, когда он был президент, он обещал строить метро. Тогда было много пробки, особенно подальше от столицы, от центра города. И была как раз такой необходимость строить какой-нибудь транспорт для того, чтобы этих людей не страдали, не страдали столько много. В ожидании, да. В ожидании, да. И вот, и он в обещании, как его будет, если он стал бы президентом, он обещал, что он бы строил бы метро. И так он стал президентом, и он строил метро. Свои обещания сдержал. Держал, да. Хорошо. Метро построили, но на сегодняшний день пробки тоже есть. Как-то сейчас, на сегодняшний день, правительство думает, чтобы уменьшить количество? Расширяют метро вот сейчас на вот сторону Тихого океана, вот туда, в сторону, где на пляже, вот туда расширяют это До Давида метро. проведут? Пока еще нет, но не думаю, что скоро будет, но такой необходимость есть тоже до Давида. А в чем проблема? Ну, вот, допустим, есть же поезд экскурсионный, даже ходит, изредка, но ходит. Это вот Панама-Сити, Колон, да? Да, есть такой поезд. А почему не проведут постоянный такой маршрут с расписанием и так далее? Это же было бы удобно. Да, конечно, но это надо не меня спрашивать, это вот... Ну, ваше мнение, как вы считаете? Да, конечно, было бы круто. Это было бы народу удобно перемещаться. Конечно, конечно. И не было меньше Согласен. пробок на дороге. Конечно, я согласен с вами. Просто возможности вот есть, используют. Тут даже строить ничего не надо. Ну, Это загадка. это загадка, да. Которую мы не знаем. Хорошо. Ну, у Панамы на сегодняшний день, как вы считаете, чем может похвастаться такая страна, там, сельскохозяйством, ну, алмазами, золотом? Что здесь есть такое, что привлекательно для других стран? Что здесь можно? Ну вот, конечно, вот похвастаться, это Панамский канал, это в первую очередь. Ну да. Основной, который привозит большой прибыль для Панамы, для экономики Панамы. Второй, вот сейчас ты уже сколько живешь здесь, заметил, что минерия, вот золото, медь и серебро добываются в Панаме, но вот из-за этого, из-за того, что вы подписали контракт с канадской компанией, вот сейчас идет демонстрация, протесты на улице, блокируют улицы, потому что действительно это не разрушает всех экосистему Панамы. Ну, экологию рушит. Экология, да, разрушает. И это маленькая страна, и считаю, что это, конечно, не полезно для нашего страны, тем более она в открытом небе. Если была бы не в открытом небе, тогда могли бы быть лучше, потому что не испортилась наша экология. А в какой провинции добывают? Это между Кокле и Колон. Вот там, на границе Колон, Кокле, вот. Ну, там Колон, честно говоря, это такой город. Внешне, конечно, он очень сильно запущен, но это такой портовой город, там можно очень будет важный. И круизы сделать, и... Очень важно. Да. Да. Единственное, что про Колон, наши политики забыли про этого города и не дали его, этого провинция, то, что она раньше была, это называли золотая кружка. Я бы назвал стратегический объект такой. И тоже стратегический объект, потому что это там из Атлантика
это где начинается Панамский канал, вот, и основных порта, и Карибы. Все-таки Да, да. пляжи, карибские пляжи красивее, чем тихие пляжи, и не развиваются. Просто я думаю, что наши политики забыли об этом Потому что городе. там как раз, ну, вот заход в Панамский канал, там все на мели стоят в ожидании, там очень... Там ты не представляешь, сколько туристов могли бы эксплуатировать вот, для туристов вот этого места. Но, к сожалению, Там даже можно было развить круиз, то есть приходящий. Но там, так как город, скажем так, не развит для этого, и население тоже, соответственно, там все-таки бедное, то там круизы боятся своих иностранцев просто выгружать. да. Есть возможности, но не используются. Ну, наверное, в будущем, ну, мы всегда, вот в следующем году будут выборы, Новые, да, выборы будут? да, и, наверное, вот наш будущий президент, наверное, будет рассматривать этот вопрос. И в следующий раз приедешь к нам, и будет вот очень развито Коломб. А действующий президент может избираться на второй срок? Нет, Нет. То есть он 100% уйдет. да. Хорошо. А по поводу другого, скажем так, полезных ископаемых мы разобрали. Возможно, там есть сельскохозяйство у вас разное. Да, ананасы, овощи, да, Экспортируете это да, всё? экспортируем. А в какие страны? И в России тоже, В Россию, бананы, правда? да. Я вот зашел в магазин, посмотрел цены на бананы. Так цены на бананы в Панаме, банановая страна, дороже, чем в России. Почему? Да ты что, серьезно? Ну вот, наверное, ты неправильно туда в магазин, неправильный магазин. Прайсмарт зашел. Ну, Прайсмар есть Прайсмар, да. То это американский магазин, конечно. Ну вот, Прайсмар есть Прайсмар, но я тебе вот приглашаю, вот есть такой Мерка Панама, где все овощи, продукты, фрукты Ну, это привозят. рынок, Это рынок, да, и там посмотришь другие цены. Это смотря где ты находишься, понимаешь, в Панаме. Разнообразная страна, есть много разнообразия, понимаешь, есть магазин очень такие. Это то же самое в России. Кстати, в России я ходил, но не хочу сказать, супермаркет, где я смотрел цены такие. Но качество смотрится намного дороже, красивее, но, по крайней мере, Но главное, красивая упаковка. Да, упаковка, да. А есть таких попростых, но тоже не хочу сказать название этих магазинов. Такой же продукт, подешевле намного. С другой упаковкой. С другой упаковкой. С Или на другим руках, пакетом. без пакетов, Да, да. это ты сам в сумке. Все. То же самое в Панаме. Но сейчас, да, по крайней мере, вообще во всем мире очень важную роль играет маркетинг, да? Красивая упаковка, ценник дороже. Вот то, что ты делаешь. Вот, поэтому такая история. Но по нами есть над чем работать в этом плане. Да, конечно. Чтобы красиво упаковывать свои Слушай, овощи. вот Прайсмарк, вот ты ходил, там красиво все смотрится. Но это все-таки американский магазин, я бы сказал. Ну, что ты? Другим магазинам есть к чему Давай не стремиться. будем спорить, где красивее упаковка. Хорошо. Возвращаясь к вашей профессии. На сегодняшний день вы оказываете юридические услуги в Панаме. Да. По каким услугам к вам можно обратиться? Вот, у нас есть вот все эта структура, которую ты видел сегодня. Это адвокатская фирма. Мы рассматриваем все юрисдикции. Вы основатель. Я основатель, да. Главный момент. Я основатель. Всех юрисдикций смотрим, все практика, всех, начинается с моим. Вот главная практика это морское дело. Потом всех юрисдикций, как уголовные, гражданские, миграционные, вопросы по миграционной, пожалуйста, все вопросы. Ну, в общем, все
То есть вы берете всю юридическую специализацию по Для налогам? этого у нас адвокаты, 6 адвокатов, еще кроме меня 7 со мной, которые у каждого есть своя юрисдикция. Вот. Даже вот, я смотрю лично, я смотрю все, что касается корпоративных права, все, что касается компании, бизнес. С бизнесом тоже вы работаете? Да. Ну и для физических лиц тоже услуги оказываете. Если человек попал в ДТП, у него спорный вопрос, к вам может обратиться? Да. Тоже можно. Хорошо. Всех интересует тема, как обычно, русскоговорящих миграционная. Какие виды, скажем так, программы есть для легализации в Панаме для русскоговорящих? Ну вот. Вы какие виды предлагаете? Программа есть несколько. Инвестиционная программа, есть сельскохозяйственная программа, есть пенсионная, ну, по возрасту человек выходит на пенсию, вот, есть такая программа, есть, но это из России уже не касательно, но вот, допустим, есть для религиозных программ, гуманитарных программ. Гуманитарные это, которые попадают в беду, эти с Панамой и остались без документов, без помощи. Это как беженцы, получается, идут? Это похоже на беженцев, похоже, но это называется гуманитарные. Да, они называют немножко по-другому, но это гуманитарная программа, которая выдается на 2 года, потом уже постоянное жительство, смотря как он будет справиться. Вот. Политические беженцы, вот ты говорил. Вот. Ну, в общем, таких программ Хорошо. есть. А я еще слышал, программа лесозаготовка, что-то такое. Да, вот сельскохозяйство. Сельскохозяйство. Да, лесозаготовка. Но для этого надо купить землю и там обрабатывать и дерево там посадить. Но это вот из-за этого ты получаешь вид на жительство. Ну, русскоговорящие чаще всего к вам к каким программам обращаются? Большинство всего инвестиционные. Инвестиционные. Да, покупают недвижимости, либо делают микс недвижимости и ложат деньги в банк на 3 года. Вот, От какой срок. суммы инвестиционная программа? 300 тысяч 300 долларов. тысяч. То есть я могу поделить получаю. за 150 купить квартиру, 150 положить в банк? Да, вот можно сделать вот такой микс, да. Хорошо. И после того, как я оформляю документы, получаю, срок вот, получения документов, он составляет в течение полугода же я могу получить уже седлу, да? Нет, есть 2 программы, да, которые быстро, которые 300 тысяч долларов, немножко будешь платить, как это называется, наборы, в государственный набор, чуть-чуть больше, и получаешь в течение месяца уже постоянное место жительства. Через месяц получаю? Да. Быстро, это 300 тысяч долларов инвестиций. Это я уже получу седлу? Это уже получаешь седлу, да. Хорошо. А есть другая, тоже инвестирует 300 тысяч долларов, но не хочет платить государство столько много наборов, 5 тысяч долларов. Вот и получаешь через 2 года, получаешь ВНЖ, временное место жительства, и потом вот постоянное место жительства через 2 года. ВНЖ на 2 года получил? После и потом 2 лет можно постоянно. подать на постоянное. Как я постоянно получил, уже на автомате седлу получаю. Да. Ну, седл — это внутренний паспорт, кому непонятно. Да, внутренний паспорт. Да. Но он не позволяет перемещаться по другим странам. Это только внутри страны. Хорошо. А по поводу, какие возможности этот внутренний паспорт дает внутри страны? Что он дает? Ты можешь голосовать. Что он дает? Нет, голосовать не можешь. Ты будешь иностранец, это как резиденция. Как резидент? Да, это наподобие Грин-карты. Грин-карта в США. Вот Ну, ты можешь открыть счет в банке. можешь открыть. А на работу ты устроиться можешь?
Да, с этим документом тебе дают право на разрешение на работу. Ты должен подавать. Но дополнительно надо разрешение на работу Да, получать? дополнительно надо. Надо получать. Но тебе дают право на это. Кроме программа по пенсионной программе. Если ты пошел по пенсионной программе, получил седул по пенсионной, ты уже работать не можешь, ты пенсионер. Да. Молодец, правильно. Отдыхай. Да. По поводу программы, если мы говорим инвестиционная, понятно, пенсионную тоже разобрали, а по сельскому хозяйству, там какие инвестиции, сколько нужно вкладывать? Там, по-моему, не по-моему, а точно 120 тысяч. 120 тысяч долларов. Да. Если мы идем по программе сельскому хозяйству, Сельского хозяйства, да. а минимальный взнос 120 тысяч рублей, точно надо уточнить. Не рублей, а долларов. Ой, 120 тысяч долларов точно. Все равно рубли крутятся в голове. Вот. И срок получения ПМЖ через сколько? Месяц, два, полгода? Нет, это дается сразу ВНЖ. Через месяц? Нет, ВНЖ... ВНЖ сразу, хорошо. А ПМЖ? А ПНЖ через 2 года. Через 2 года. Это такая же программа, как и 300 тысяч. Инвестиционный микс. Ну, 300 тысяч вы сказали, что там через месяц ты получишь ПМЖ. Да, есть 2 варианта. Ты можешь и так пойти, и так. Если хочешь Да. быстрее. Если хочешь быстрее, платить больше государству. И вот налог, вы сказали, 5 тысяч, да? Да, 5 тысяч наборы, да. Если ты вот по программе инвестиционной пошел 300 тысяч плюс 5 тысяч налог, ты получишь в течение месяца. Да, это, да. Ты больше платишь для того, чтобы получил быстрее ПНЖ. Хорошо. Я получил седул по инвестиционной программе. 5 лет. Нет, седул через сколько получу? Нет, ты получаешь седулу, Да. и через 5 лет ты должен подождать для того, чтобы получил... Гражданство. Это понятно, мы сейчас до этого дойдем. У меня вопрос другой. Если я через 2 года продаю квартиру, то седулу меня лишают или не лишают? Нет, опять есть 2 программы, которые быстро даются. ПНЖ ты должен 5 лет минимум держать недвижимость. 5 лет я должен в собственности держать. Раньше продать я не могу. Нет. Понял. После 5 лет я могу продать. Да. И седула остается. И седула остается. Хорошо. То есть это четко указывается в договорах. Да. По поводу, значит, гражданства. Если через 5 лет после получения седулы мы подаемся, то сколько нужно ждать, чтобы получить паспорт, гражданство Панамы? Да. После получения ПНЖ, то есть постоянное место жительства, ты должен подождать 5 лет. После 5-го года ты уже можешь подать документы для гражданства. Там открывается открываются новые документы, которые надо подавать. Уже считается, ты уже здесь в Панаме, ты должен знать язык, ты должен сдавать экзамен, должен доказать доходы, от чего ты живешь. То есть внутренние доходы должны быть? Да. А если их не будет? Не внутренние, а вообще доходы твои ты должен доказать, что ты платил налоги. То есть налоги обязательно надо платить? Обязательно. Или что ты если ты не платишь налоги, допустим, я не платил ни разу, через 5 лет, в течение 5 лет ты не платил налоги, ты должен доказать, что ты в государство ничего не должен. Понял. Справку, документ получить, что ты никому ничего не должен. Да. Не никому, а государству. Я понял, да. Хорошо. Ты должен доказать, что у тебя есть место жительства здесь, в Панаме. То есть если нет собственности, то арендуешь. Договор надо приложить. Договор на аренду. И что в течение этих 5 лет у тебя нет никаких
нюансы Судимости. судимости. И вот ты получаешь вот справка о несудимости через... Уже в Панаме. Да, через наших местных учреждения, вот полицейские. Срок рассмотрения для интервью? Год, 2, 3 после подачи? Нет, сразу как подаешь документы, сразу тебе назначают интервью, ну или тоже прямо там тебе быстрое интервью, тебе кто ты, почему ты хочешь быть панамцем, почему и так далее. Вот таких вопросов такие. И в течение месяца или 1,5 месяца тебе назначают время для того, чтобы сходили и сдавали экзамен. Экзамен письменный. Письменно. Да. А какие вопросы там? Все по Панама. География, история, география. да, политика. А, про политику тоже Ну, спрашивают. допустим, могут тебя спрашивать, кто президент Панамы в настоящее время. Назови 5 последних президентов Панамы. Я не понял. Хорошо, экзамен человек сдал, он идет и получает, ну, официально уже бланк, да, гражданства. Он обязательно должен проживать в стране или он может покидать страну на долгий срок? Здесь есть такое, ты можешь летать куда угодно, это без проблем. Здесь в Панаме ты не должен остаться здесь постоянно или постоянно жить здесь в Панаме. Но должен отметиться раз каждые 2 года. Значит, ты должен прилететь в Панаму и быть в Панаме хотя бы раз каждые 2 года. Даже если ты имеешь гражданство? Нет, уже гражданство есть гражданство. Да. При ПНЖ, при резиденции. Хорошо, при ПМЖ, ВНЖ и когда ты имеешь седулу, ты должен посещать страну раз в 2 года, чтобы у тебя не аннулировалось. При получении гражданства ты можешь покинуть страну и все отдыхать там на другом месте. Да, если, допустим, у тебя паспорт, у тебя внутренний паспорт, вот цедула, ты говорил, каждые 10 лет меняется. Ну да, чисто пластик меняешь. Ты должен приехать и здесь менять. Вот. А паспорт ты можешь подать на любое посольство, где ты находишься, в России, в Москве. Ну это когда уже ты имеешь гражданство, паспорт. А когда ты получаешь вот этот гражданство, паспорт, седулу тебя лишают или она остается? Она остается. Остается тоже. Это внутренний паспорт, Внутренний вот паспорт. так как в России ты паспорт. правильно объяснил. Хорошо. Есть внутренний паспорт, есть Международный. загранпаспорт. Да, ну просто в России он чуть по-другому. Внутренний паспорт, он внутри страны, заграничный, здесь чуть по-другому. Ну, почему по-другому? У нас то же самое. Седула это при внутренней, для открытия счетами, для голосования. Вот. Такой же внутренний паспорт, как у вас, только у вас книжка, а у нас удостоверение. Разница в том, что вот у нас всегда зрители задают вопросы, спрашивают, внутренний паспорт Панамы, он не дает гражданства, а внутренний паспорт России – это уже гражданин. Вот в чем разница. Да, Вот дело в том, что цедула, вот, допустим, я могу брать свою цедула по отношению с твоим, отличается. Вот посмотри, дай твою цедулу. Вот. Вот смотри, здесь Е. Да. Е. Да. Здесь что написано? Резиденты? Резидент Панама. Здесь не написано цедула. Нет. Нет. А здесь пишется цедула. Вот здесь трибунал, здесь это я гражданин Панамы. Значит, когда тебе дают паспорт панамский, То это тоже поменяется. будет меняться вот этого, и здесь будет такая же, как и это. Ага. И будет уже... Вот это для иностранцев, когда это резиденция просто. Поэтому неправильно люди называют цедулу. Это не цедула, это удостоверение просто. Окей, это резиденция, это, соответственно, уже внутренний паспорт. Понял, да? Да.
И они чуть-чуть отличаются, то, что он вот на фоне там флаг Панамы, а вот этот голубенький такой. Да, и Танье. Да, я понял. Хорошо. По поводу, значит, документов. Подписчики, зрители, все, кто хотят сделать документы, скажут вам промокод Кажан, то получат скидку 10%, правильно? Правильно, да. Все Да. хорошо. Так что лайк Так что, да. и приходите. Вот такая, вот, Да. да, 10% сразу, Главное, не забудьте указать промокод Кажан. да. Вообще, про Панаму на сегодняшний день, как вы считаете, насколько стратегическое развитие у Панамы стоит на 10 лет вперед? Куда двигается страна вообще? Вот. Это непредсказуемо, но Панама развивается очень быстро, чем других латиноамериканских стран. Если ты был в Латинской Америке, ты сразу понял, здесь другая архитектура, здесь более современная, чем в других латиноамериканских странах. Это потому, что здесь развивается очень быстро. Экономика в Латинской Америке, она сейчас, не знаю на какое место, но всегда на первый 5. Вот. После Бразилии, Мексика, Панама, вот так. Чили, вот этих 5 Пятерки стран. Панама. Пятерки Панама, да. Экономика. Но если сравнивать Латинскую Америку, 5 развитых стран Латинской Америки – это Панама, Чили, Бразилия, Мексика, потом Уругвай, и там, да, там других. а Аргентина как? Сейчас в Аргентине экономика очень такая нестабильная. Ну, там как раз выборы сейчас Ну, планируются. вот, и до этого была банкротица, была такая... Ну и песо была там нюансы, обесценился вообще. Да, были нюансы такие с экономикой Аргентины. Точно не могу называть, но в Панаме находится на 5 лучших экономик. Пятерки. Да, да. А про Сальвадор что скажете? Сальвадор тоже развивается очень быстро. С новым президентом он далеко пошел. Да, далеко пошел, но он пошел через этот биткоин, Да. но не знаю, насколько это будет Ну, еще доллар вел. $1, да. Вот это тоже дает какой-то плюс. Но пока Сальвадор находится, вот, может быть, ну, Десятки. да. Ну, могу тебе говорить про Панаму. Ну, просто Сальвадор показал себя среди Латинской Америки очень так сильно, да, и там Да, с быстро. преступностью Криминальность очень вот такая. понизил криминальность полностью, да. перешел на доллар, Биткоин, ушел, соответственно, в криптовалюту, сделал биткоин официальным, принимает инвестиции, скажем так, с разных стран. Согласен. Да, ну, что мешает Панаме смотреть там направо, налево, так... Я не говорю повторять, нет, не повторить, а просто, ну, принять и увидеть. Да, и здесь много чего надо делать. В следующем году вот новый президент будет, и посмотрим, что у него новая идея, новый всего. Понимаешь, в этом 5 лет не хочу оправдывать нашего настоящего президента, но у него 2 года была пандемия, страна вообще не работала, все держала. 2 года, понимаешь, чтобы не было ничего, не двигалось. Это для любой страны это плохо. Ну, у всех такая ситуация была. У всех такая ситуация, но, допустим, в России они так смотрели, как у других стран, где было очень жестко. В Китае даже двери в квартирах заваривали, не выпускали людей. В России свободно гуляли. Ну, более лайтово, чем в других странах, да, скажем так. Вот, и работали. Ну, там было пару месяцев, может быть, там 6 месяцев, когда была инсталляция. Но в Панаме была вообще закрыта. Панама была очень... Но до сих пор еще не все рестораны активировались, некоторые как закрылись и не открылись больше. Да. И в многих странах мира тоже.
Ну, вот в Эквадоре сейчас тоже выборы были, молодой президент. Как считаете, развитие пойдет? Не могу ничего сказать про Эквадор. Даже если будут вопросы про Панаму, пожалуйста, я тебе могу ответить, но других Насколько стран. Панама с Эквадором сотрудничает? Ну, то есть, насколько партнерство с ближайшими странами у Панамы присутствует? Понимаешь, Панама такая страна, которая дружит со всеми. Даже наши близкие сами, которые соседи, вот Колумбия и Коста-Рика, очень тесные отношения мы держим. Партнер наш, самый главный партнер США, вот, тоже делаем партнерское отношение с Китаем, с Россией, из всех стран мира вообще. Нет у нас такая, вот я с тобой не буду дружить, или с тобой это... Нет, такого Не, ну нет. Панама не входит ни в какие союзы, там, ни в БРИКС, да, ни в какие союзы Латинской Америки. Вот, допустим, союз Аргентина, Чили, Бразилия, У да, них есть они свой свои... союз. А почему Панама туда не входит? Ну, вот такая страна, такая особенная. Мне вот, допустим, говорили, если ты вот имеешь документ, ну, образно говоря, по-панамски седулу, да, вот внутренний паспорт Аргентины, ты можешь с этим документом вот в этом союзе перемещаться, тебе не нужен заграничный паспорт. Если бы Панама в этот же союз бы вошла, тоже бы и Панама так могла перемещаться. Но это южный, это по которым ты говоришь, это скандинавских, это Южной Америки полностью. Андины, да. Вот, есть такой союз Анды. Но все этих Да. стран, которые которые находятся вот там соседом. Вот. А Панама была такой, ну, такой момент в нашей политике, который мы не знали, кому принадлежим. Либо Южная Америка, либо Центральная Америка, мы не знали, потому что находится вот между и Центральная, и Южная Америка. Вы ко всем относитесь и тут, и там. И с Да, теми дружите. да. У вас канал Половина, посередине. вот, понимаешь, Панамский канал вот как раз нас разделяет. Вот столица и вот сторону вот Дарьен, вот туда, на границе с Колумбией, это считается Южная Америка. А вот сторону вот северных, это все идет вот Центральная Америка. Ну, Поэтому после такой подписания, такой договор по таможеннике, мы оказались, что мы более находимся вот в Центральной Америке. Вот, и подписали, что мы в Центральной Америке, и это под футбол. Но ты говорил, что ты не любишь футбол. Вот, я просто не смотрю, не контролирую эту ситуацию. Да, вот, по футболу мы находимся вот в нашем вот центральной и северной Америке. А Южная Америка мы не играем там в футбол. Ну, тоже, я считаю, плохо. Можно было бы возможность иметь и тут, и там. То есть, вот, допустим, пример, да, Китай там входит, ну, в определенные союзы, да, не будем сейчас там называть, БРИКС и так далее. Евроазия, да, Да. Азия. То и многие страны, не то что там производство, ну, понятно, зависимые от Китая, но Китай старается дружить со всеми, да, то есть там и с теми, и с другими, и по такому формату, и по индивидуальному, по общему. Панаму просто среди мирового рынка не так слышно, я вот про это. Ну, то есть, как бы есть страна, есть, да, ну, на карте есть и есть. А вот так, чтобы в как-то мировом рейтинге сильно не присутствует. Я вот про это. Хотя, ну, возможности есть, я бы сказал. Ну да. Опять-таки... Ну, согласен с тобой, но такая... Это не до меня. Это уже наш... Для этого есть... Люди выше. Да, товарищи, которые об этом и... Tell me what you need, tell me what you need, tell me.